Мы все время говорим, что модернизм представляет самую большую угрозу. И эта угроза, она относится к сердцу человека. То есть она поражает православного человека в самое сердце. Оно позволяет ему оставаться как бы по имени православным, делая его неправославным по сути. И, конечно, он угрожает нам именно тем, что модернизм – это православный, да, а католический модернизм нам совершенно как бы безразличен вообще-то. Но это как бы такой тезис, и мы многократно о нем говорили, но он вызывает естественные возражения. Ну, подождите, вы же сами все время говорите, что модернизм победил. Пусть только административно, но ведь действительно и в образовании, и в издательстве. Все захвачено модернистами. Это правда, абсолютно. Крупнейшие издательства, они печатают, и крупнейших модернистов сеют яд книжный свой. Вот. И это правда. Действительно так. И таким образом получается так, что мы самую главную угрозу не отразили. То есть мы уже ее не отразили, да, раз модернизм – это главная угроза, и он победил, то, соответственно, самый главный свой долг мы уже не выполнили. То есть мы уже не изгнали модернистов на каком-то этапе, да, там, не знаю, в каком-то 91-м году, мы уже их не изгнали из русской церкви. И, соответственно, получается, возникает вопрос, действительно, а что же делать дальше? Вот. Ну и наш ответ, который тоже звучал многократно, что надо говорить и мыслить правду. И это тоже вызывает, в свою очередь, какие-то возражения, и такие очень резонные в каком-то смысле, что этого недостаточно, нужно что-то делать, нужно поразить эту ложь делом, на деле, в реальности. То есть изгнать еретиков, значит, добиться осуждения еретических, модернистских мнений там, и так далее, и так далее. И когда ты такой программе очищения церкви противопоставляешь только то, что надо мыслить и говорить правду, просто, в частной жизни фактически. Вот. Не с какой-то трибуны, потому что обычно на трибуне таких слов ты не услышишь. И того, кого приглашают на трибуну, он никогда не будет говорить такую какую-то прям правду обжигающую. Вот. Говорить просто правду самому себе. Не лгать самому себе, Богу не лгать. Вот. И естественное возражение, что это как слишком просто это подразумевается. И, в общем, ничего особенного в этом нет. Во всяком случае, это ничего такого не делает. Но, во-первых, я хочу сказать, что я сомневаюсь, что это очень просто. Дело в том, что, чтобы говорить правду, надо ее знать. А это требует времени. Просто времени на изучение этой правды. Потому что мудрость христианская, божественная мудрость, она бесконечно многосторонняя. И чтобы в ней иметь какое-то о ней представление, нужно просто реальное время и, естественно, духовное созревание. Для этого требуется годы, и даже десятилетия. Вот. Но и насколько беспомощно говорить правду? Вот. Я думаю, что беспомощными являются как раз любые действия. Вот такое мое мнение. В принципе, я на этом не настаиваю, потому что принципиально мы не против того, чтобы кто-то что-то сделал. И изгнанию, скажем, лишению сана бывшего протодиакона Андрея Кураева мы только рады, конечно. Но я не вижу, чтобы это что-то делало. Вот именно это я не вижу. И в этом смысле, когда мы говорим правду и мыслим правду, то, во-первых, мы приносим пользу своей душе, и, во-вторых, мы приносим пользу тем, с кем мы говорим, и в том числе и иерархии.